Друзья, всем привет! Ну вот и исполнилось моему автомобилю 3 года, как я его купил и эксплуатирую. Сейчас на машине пробег 52 тысячи километров пробега. У меня есть проблема с катализатором, и сегодня я поеду сдавать автомобиль. И в этом видеоролике я хочу поговорить с вами, с какими проблемами я столкнулся с данным автомобилем, плюсы и минусы эксплуатации, что очень нравится в автомобиле и что, к сожалению, до сих пор не нравится и с чем не получается смириться. В первую очередь, что я хочу отметить, это передняя LED-оптика в комплектации Flagship и Flagship Sport. Действительно, это одна из самых лучших оптик в данном классе и даже классом выше. Если смотреть, например, Cherry Tiggo 8 Pro Max и Geely Tugela, эта оптика будет действительно лучше. Также у нее есть и противотуманные фары. Также, друзья, что до сих пор очень нравится, это дизайн автомобиля. Он до сих пор выглядит свежим, новым. И я видел новый рестайлинг Geely Coolray. Да, перед мне очень нравится в новом рестайлинге, но задняя корма, я к ней вообще не могу привыкнуть. Мне кажется, задняя корма в автомобиле 2020 года намного выглядит симпатичнее, чем в рестайлинге. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Но в целом, по кузову проблем в автомобиле в принципе нету. Из мелких ДТП у меня была только перекраска заднего бампера. Из-за того, что при оклейке упал телефон и оставил вмятину. И спустя время девушка меня немножко задела на парковке. И, соответственно, я переклеивал опять бампер. Это из всех ДТП, которые были за 3 года эксплуатации. Очень боялся за заднюю хром. Потому что в этих местах очень часто у нас начинает свести места стыков. Но это вроде как меня миновало. И сабля у меня установлена более-менее аккуратно. И за хромом я ухаживаю и постоянно его протираю раз в 3 месяца примерно. Выхлопная банка, к сожалению, по гарантии я так и не смог заменить. Гарантия на выпускную систему и катализаторы 60 тысяч километров пробега. Она у меня резонирует, но напрягает это только в зимнее время эксплуатации. Сейчас, в принципе, булькает и булькает, бог с ним. Думал сделать кастомный выхлоп, но как узнал то, что если мы вмешиваемся в выпускную систему, то двигатель и коробка у нас будет сняты с гарантии. Поэтому я это делать не собираюсь, и если буду продавать автомобиль, буду продавать именно какой он есть. В целом, друзья, что до сих пор радует, помимо дизайна, это свежесть автомобиля. Ты за 3 года ощущаешь его до сих пор новым. Светодиодные ленты в передней оптике не помутнели, не стали бледными, выглядят они также замечательно. В передней части автомобиля мы видим защитные декоративные вставочки, которые можно приобрести в Лиано Маркет, защитить радиаторы и не покупать обычную сетку, а использовать вот такое замечательное решение. Камеры 360 градусов работают исправно, по ним претензий нету, но бывало, что задняя камера начинала немножко трястись, но бывало именно в мокрую, в плохую влажную погоду. Передние амортизаторы я менял по гарантии спустя год эксплуатации. И когда я покупал автомобиль, я уже смирился с тем, что постоянно были пробои подвески и очень жесткая передняя подвеска. После замены 2 амортизаторов по гарантии стало просто все превосходно. И теперь я понимаю, что слабое место китайских автомобилей — это именно качество запчастей. С ним действительно беда. Далее, друзья, как вы помните, у меня было биение тормозных дисков и очень плохо тормозил сам автомобиль из-за качества тормозных дисков. Ну и, конечно же, я поменял на перфорированные диски в круг и поставил колодочки. Позже я поставлю более крутые колодки, тоже сделаю подробный видеоролик. Ну а ссылочку в описании и на скидку 5% на заказ таких классных тормозных дисков и колодок будет, конечно же, в описании. Скидка по промокоду Лелюхин 5%. В целом, друзья, как мы выявили, также по топливной экономичности автомобиль может быть экономичным, если вы двигаетесь со скоростью 70-100 км в час. Можно получить отличные показания от 4,9
литра до 8 литров в этом диапазоне скорости. Если вы будете ехать 120, 130 и выше, то машина уже становится более прожорливой, и там уже вы видите от 10 литров расход топлива. По городу машина тоже прожорливая, в пробках она достаточно много кушает. У меня лично она кушает 10 литров. Зимой мне приходится... Зимой дистанция на полном баке у меня 330 километров, если ездить только по городу. Если летом, то 400 по городу. А максимальные рекорды с моим стилем вождения 550 километров. Это смешанный режим. Но я сделаю после того, как мне заменят катализаторы, подробный ролик о расходе топлива. Как мы все поняли, то что топливный бак у нас 45 литров, но в комплектациях флагшип по-любому мы смогли измерить, и влезает 55 литров, а не 45. Это, конечно, парадоксально. Пока сейчас машина заведена, я вам показал все основные аспекты. Автомобиль у меня дезинфицировался. И пахнет теперь достаточно хорошо. Началась весна, и я решил освежить свой салон автомобиля. Итак, идем далее. Давайте посмотрим. За зимнюю эксплуатацию был выявлен дефект, недостаток конструкции в крышке багажника. Я наклеил вот эту ленточку. Выглядит, конечно, да, она не очень. Машину хоть я помыл, но верхнюю часть крыши помыл я плохо, честно говоря, но пользовался самомойкой. И в целом эта резиночка действительно спасает и продлевает срок службы вашего сервопривода. На автомобиле установлен сервопривод багажника. За 3 года, точнее за 2 года пользования работает он превосходно, открывается с ноги, но из минусов он стал натирать именно части кузова. Поэтому, друзья, те, кто пользуется аксессуарами в виде как дополнительный сервопривод, обращайте внимание, подкрашивайте эти места. Но опять же, все зависит от сервоприводов, какие вы поставите, потому что на рынке их очень много. И основной минус данного автомобиля, как по мне, это маленький багажник. Когда я пересаживался на данный автомобиль с Hyundai Tucson первого поколения, там был точно такой же багажник, и мне в тот момент было это не критично. Но сейчас у меня появился ребенок, у меня на подходе опять расширение семьи, и придется возить большую коляску и, соответственно, маленькую прогулку. И сюда, в этот автомобиль, это уже будет очень проблематично и сложно, потому что весь багажник занимает обычная детская коляска. Поэтому буду рассматривать такие варианты. При этом я хочу отметить, что есть замечательный подпол. Организация подпола замечательная. Можно очень много всего положить. Но, опять же, очередной раз говорю, что полочка очень тонкая. И что-то тяжелое здесь перевозить будет сложно. Грузоподъемность у автомобиля 300 килограмм. По-прежнему нельзя буксировать прицеп. Никак не предусмотрено в данном автомобиле, ну как и в Geely Tugela. Причем самый удивительный момент — это задняя подвеска. Здесь у нас стоит обычная балка. С завода на первых партиях ставили ее немного криво, и машина шла чуть-чуть правее. У меня такой проблемы не было, но подвеска все-таки очень жесткая, и когда ты едешь с семьей, сзади сидит жена и маленький ребенок, все-таки очень сильно потрясывает на лежачих неровностях и на плохой дороге. Это основной минус данного автомобиля. Именно очень жесткая подвеска. Но из плюсов также могу ответить, что настроена она очень спортивно, и со скоростью 100 км и выше в час машина отлично управляется и в поворотах, и на скорости. Сам автомобиль очень динамичный, с хорошей управляемостью. Бесключевой доступ работает за 3 года на 4 из 5 балла. Водительская часть работает всегда превосходно, но пассажирская ручка все-таки иногда моросит, и очень часто приходится мыть внутреннюю часть и вот эту в плохую погоду. Постоянно, когда образуется внутри грязь, ручка работает ручка плохо закрывает центральный замок именно в двери пассажира. Давайте посмотрим задний ряд сидений в автомобиле.
До сих пор я считаю, что машина для задних пассажиров весьма просторная, минимальный порожек для задних пассажиров. Ну и в целом хорошая эргономика, мягкие спинки сидений сзади для задних пассажиров. И ногам будет очень удобно упираться, если вы очень рослый человек, как я, с ростом 2 метра. Ну и, соответственно, есть замечательная панорамная крыша, которую я уже менял по гарантии. 4 месяца у меня была эта катавасия с панорамной крышей. И сейчас я ее только открываю на проветривание, постоянно обслуживаю. Смазываю, конечно же. Ну и, в принципе, вы все видите на моем канале. Я более подробно об этом рассказываю. Также рекомендую подписаться на мой телеграм-чат. Таких же владельцев, как и я, Geely Coolray. И все анонсы, лайфхаки я скидываю туда. Ссылочка будет на экране. Присоединяйтесь, дорогие друзья, все, кому интересна эксплуатация данного автомобиля. Обсуждаем плюсы и минусы. Далее, друзья, как я говорил, внутренняя часть проема у нас оцинкована, но все равно бывают мелкие царапины, поэтому я сделал дополнительно бронь, и в целом она действительно работает при мелких царапинах. Снизу я наклеил уплотнитель. Ну, частично он сдерживает, в принципе, поступление воды во внутреннюю часть салона, но справляется средний. А теперь, друзья, давайте я вам покажу все со стороны водителя. Дверь открывается очень широко, очень удобная посадка для высоких водителей с длинными ногами. И, соответственно, хочу сказать огромный плюс по сравнению с другими автомобилями, которыми я сейчас смотрю на замену данному Geely Coolray. Например, Seat Terraco есть тоже ручка открытия и закрытия двери, но нету вот этой прорези для того, чтобы было удобнее закрывать автомобиль. Потому что закрывать автомобиль, находясь в салоне, за эту ручку это крайне неудобно. Проще все-таки потянуть за собой из этой ниши. Далее вы можете увидеть, я оклеил карпетом внутренние части салона. Ну и в целом салон выглядит на таком пробеге 52 тысячи и 3 года весьма достойно, хотя несмотря даже на какие-то нюансы. Из основных минусов, которые критичны для меня, это отсутствие памяти сидений в данном автомобиле. Так как мы эксплуатируем данный автомобиль с супругой вместе, Катюша настраивает сиденье под себя, и после нее мне очень сложно отрегулировать сиденье под себя. Постоянно ищу это положение. Примерно это занимает 2 недели для того, чтобы удобно не усеться. Как ни странно, да, я столько пользуюсь машиной, но действительно сиденье очень азиатско-специфичные, короткая подушка и с отсутствием поясничного упора, но все равно усеться можно, но вопрос во времени, пока вы сможете настроиться. По ногам в автомобиле очень комфортно. Дополнительный мягкий валик помогает мне отдыхать моей ноге в долгой поездке. Головное устройство, гарантия на него закончилась, и я пользуюсь кастомной прошивкой, и меня она полностью устраивает. И до сих пор мне очень нравится, что я смотрю другие автомобили, на что бы я поменял Geely Coolray. Даже в автомобилях, у кого есть камеры 360, вот такой опции ни у кого нету. Именно режим просмотра снизу, когда вы паркуетесь именно вплотную с поребриком-бордюром. Вы можете вплотную припарковаться, не царапая. Даже я в последнее время этой опцией не пользуюсь, но для супруги это опция must have. Автозатемнения тоже бывает не хватает, пользуюсь ручным, но в принципе с этим мы можем все смириться. Из доработок были поставлены вот такие дефлекторы, и они действительно меняют поток воздуха на лобовое стекло, потому что были запотевания за 3 года эксплуатации. Обычно это при температуре минус 5, 0 градусов, плюс 2 в этом диапазоне начинаются затягивать именно боковые углы. Это решение действительно от Liane Market тоже работает. Многие хейтят, пока говорят, что похоже на АвтоВАЗ. Лично мне очень нравится внешне. И, не знаю, как-то для меня больше функционал, чем дизайн имеет место быть.
Мне это нравится, я не снимаю. Действительно, пусть это работает. И спустя 3 года, друзья, компания Geely, на удивление, отрицает, что они что-то дорабатывали с климатической установкой, но они все-таки изменили изменения в блоке управления климатом. Теперь мы можем включить холодный воздух даже на 17 градусов, 17,5, 18, вплоть до 20. И стало пользоваться намного удобнее, комфортнее. Теперь печка не жарит, и если кто-то так же, как и я, испытывал дискомфорт, рекомендую съездить к дилеру. Некоторые дилеры прошивают платно, некоторые бесплатно, поэтому однозначно стоит, если вам было до этого некомфортно. Но авторежим работает так же глупо, как он работал с самого начала эксплуатации автомобиля. В целом, автомобиль мне до сих пор нравится. Я вижу, что он до сих пор новый. Я чувствую запах нового автомобиля. Износа в автомобиле я не вижу. Пластик точно такой же. Все это, конечно же, протираю. Руль бы, если бы я не перетягивал бы, он бы был бы сейчас в отвратительном состоянии. Уже на 5000 километров он начал с ума сходить в плане морщин. Поэтому решение перешить было, мне кажется, стоящим. И я за вот эти 47 тысяч километров пробега кайфую от такого руля в натуральной коже, в отличие от кожи юного дермантина. В целом по Geely я могу сказать основным то, что все зависит от качества запчастей. В новых партиях я постоянно показываю плюсы и минусы, как меняется автомобиль. И показываю, какие плюсы он приобрел, на чем сэкономили, наоборот, Geely. К примеру, передняя и задняя сабля начали делать из более дешевого материала, который, в принципе, не такой качественный, ну и более дешевый сам по себе по производству. И дефекты на них тоже также есть вот в этих боковых секциях. Также покупать новый автомобиль такой же, это нерационально, это глупо. Потому что даже учитывая, сколько я вложил в данный автомобиль, на момент покупки мне он обошелся в 1 850 000 со всеми доработками, которые я делал с этим автомобилем в 2020 году. И покупал данный автомобиль я за наличный расчет. Кредитами я не пользовался и ни разу не брал. Я противник кредитов. Но, друзья, я понимаю, что сейчас, на данный момент, машина полностью исправна, как ни крути. Я вложил в нее сейчас за этот месяц 75 000, ОСАГО каска плюс ТО. И, соответственно, можно год ездить и ни о чем не думать. Потому что, я думаю, за год, в принципе, никаких приколов она не должна преподнести. Ну и в целом, друзья, более подробно я расскажу в видео про гарантию, насколько она осталась в этом автомобиле в другом отдельном видео на канале. На какие узлы она распространяется, и она считается тоже очень необычной. И она очень хитрая для владельца. И есть подводные камни, с которыми также я столкнулся. В целом автомобиль мне очень нравится. До сих пор я считаю, что он новый. И даже несмотря сколько я вложил, автомобиль приносит радость, и есть эффект вот этого, когда ты закрываешь автомобиль и смотришь, провожаешь его взглядом. Да, друзья, на 3-й год мы до сих пор, у нас такая с ним связь. Я думаю, меня понимает каждый владелец данного автомобиля. Но и, друзья, давайте подумаем, на что можно поменять данный автомобиль. Я рассматриваю автомобиль уже более большого размера, с большим багажником, и рассматриваю такие модели, как Renault Espace, Kia Sorento Prime в максимальной комплектации, Peugeot 5008, Kia Seat Terraco, ну, либо Volkswagen Allspace. За последнее время курс доллара и евро начал сильно расти, и цены на европейские автомобили очень сильно выросли. Seat Terraco и Volkswagen Tiguan в Allspace где-то рассчитывают надо 200-3,5 миллиона. Кредитоваться по бушке нет смысла, мне кажется, поэтому я бы рассмотрел именно автомобиль чуть-чуть
проще. Это Renault Espace и Peugeot 5008. Я думаю, в этом бюджете я смогу уже найти себе достойный аппарат для замены. Но на этом автомобиле я сейчас планирую ездить целый год. На 4-й год, я думаю, все-таки с ним расставаться, как это не печально звучит сейчас в данный момент. Но об этом я изначально, когда я создавал свой канал, об этом я и говорил, что автомобиль я рассчитываю эксплуатировать 4 года и на 4-й год его продавать. Дабы сейчас на данный момент автомобиль я оцениваю, если продавать, в 2 миллиона. Надеюсь, через год ситуация особо не поменяется в худшую сторону по рынку вторички. И когда уже будут продавать все машины из каршеринга Geely Coolray, тогда, я думаю, будет очень сильный спад БУ рынка и цены будут сильно катиться вниз. Но я думаю, это выйдет как раз через годик, вполне себе. Поэтому будем смотреть, наблюдать, и в чате я буду какие-то инсайды скидывать, друзья. В целом, вот такие вот моменты. Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, может быть, кто-нибудь занимается завозом автомобилей из Кореи или Европы. Может быть, можно было бы с вами посотрудничать. Потому что, покупая данные автомобили из Европы, у них у всех по 200% будут скручены пробеги. И, конечно же, по поводу автомобилей китайских. Я до сих пор считаю, что Geely это лучший китайский автомобиль для России, как ни крути, как это ни странно слышать от меня. Наверное, компания Geely будет думать, что это комплимент, но отчасти, друзья, все-таки, если быть объективным, за 3 года, в принципе, все нормально, но поломки в виде вентилятора ДВС, амортизаторы, катализатор, приборная панель и люк, 5 поломок, замены общей стоимостью на 1 миллион, все-таки, я считаю, в новом автомобиле это неприемлемо. Также из минусов это отсутствие установки фаркопа, маленькая грузоподъемность, но все это можно сделать, в принципе, рассчитать. Я думаю, это не проблема. То есть, если взять сертификацию и на уровне производительства сделать сертификацию данного автомобиля для фаркопа, пройти тесты определенные, насколько будет деформация кузова и вообще сможет ли робот тянуть за собой какой-то определенный вес, было бы очень здорово. Но это уже не в этом поколении автомобиля. Сейчас Geely на эту тему не будут заморачиваться. Ну, а цена в 2,7 миллиона на актуальном рынке, мне кажется, очень слишком сильно завышенной. Все-таки автомобиль, не может от такого стоить. Ну, друзья, вы спросите у меня, какой автомобиль купить из новых. Я вам скажу, Chevrolet Trailblazer, полный привод. Он стоит точно таких же денег. Он вышел на рынок недавно, но как вышел, так и ушел. Как мы все знаем, Chevrolet ушел, они распродают остатки. Тот автомобиль будет с менее таким ярким дизайном, но зато он тоже стоит вашего внимания из новых автомобилей, если вы не хотите покупать китайский автопром. Автомобиль мне все равно нравится, но есть китайские нюансы, с которыми приходится мириться. И частично, да, друзья, я смог, в принципе, привыкнуть к этому автомобилю, привыкнуть к левому зеркалу из первых партий, которому не хватает угла обзора для высоких владельцев, но в новых партиях это поменяли. Можно привыкнуть к посадке в автомобиле, можно привыкнуть к адаптивной шкале расхода топлива, когда у вас включается лампочка окончания топлива, а у вас в баке еще 15 литров, к этому тоже можно привыкнуть. Я уже подсчитываю расход топлива через ОБД. Подключаюсь напрямую и смотрю, сколько литров у меня реально в баке, а не доверяю приборной панели. По коже в данном моем автомобиле лично я скажу, что она все-таки из первых партий не очень слабенькая. Многие мне пишут, владельцы, то, что меняют по гарантии. Сами кресла в сборе частично. Просто начинают расходиться, вытирает с кожи напрочь. И начинается как раз она трескаться. Я ее протираю постоянно кондиционером. Возможно, из-за этого у меня таких дефектов нету. Робот работает превосходно. За 50 тысяч пробега с заменой масла. В роботе я ее делал. Машина только радует по управляемости. И в целом даже нравится головное устройство. То есть оно хоть и заторможенное, хоть старый 4-й Android, 1,5 гига оперативки, но и свой функционал выполняет. Android Auto и Apple
CarPlay можно установить, если у вас прошить данную приборку. Но и сравнивая с Тугелой, конечно же, там вы открываете дверь, и за 4 секунды машина запускает головное устройство. Это мега круто, но в Тугеле, опять же, нету противотуманок, хуже свет. Ну и, конечно, тут уже идет балансирование, что вам более важно. Для меня сейчас на данный момент, пока еще есть такая возможность, езжу на данном автомобиле. Пока по багажнику мне прям вот предел багажника на данный момент. Пока мне все вроде как входит. Я использую переднее сиденье, багажник полностью под сумки. Но я думаю, через год уже как раз мне будет его катастрофически не хватать, и мне придется уже смотреть в автомобиль уже с большим багажником. Как мы все видели новость, то что Geely будет сотрудничать с Renault, и было бы отлично бы увидеть такой автомобиль с дизайном Geely, как, например, Geely Coolray, да, и с кузовом производства Франции, чтобы он был полностью оцинкованный, чтобы мы не клеили дополнительные пленки, не тратили на это деньги, чтобы у нас машины не заржавели, как мы это все боимся. Ну, потому что реально капот и крыша здесь очень слабые места, и если не оклеить в защитную пленку, то начинаются сколы, и с нашим климатом, нашими реагентами они начинают быстро цвести, потому что китайцы до сих пор используют катафорезный грунт в некоторых местах оцинковки. И это очень печалит, потому что японцы ушли в гальванику, немцы горячая оцинковка, а здесь у нас такой гибрид, потому что, опять же, горячая оцинковка идет в боковых частях автомобиля, но внутренние части они без горячей оцинковки, обычный катафорезный грунт. Поэтому, друзья, вот такой вот обзор получился. Очень ждем Geely в кузове от Renault по прочности с их дизелем французским и японским автоматом. Вот это будет отличный автомобиль, такая коллаба среди Франции и Китая. Итак, друзья, с вами был Дмитрий Илюхин. Спасибо за просмотр данного ролика. Вот такой автомобиль, который действительно за 3 года принес очень много радости, но в сервисы мне приходилось очень часто ездить для того, чтобы устранять гарантийные моменты, и очень сложно их добиться по замене. Если бы не данный YouTube канал, я думаю, было бы намного сложнее добиться гарантийной замены обычному человеку, который просто пользуется данными автомобилями. Друзья, желаю вам отличных автомобилей. Надеюсь, вы найдете нужный автомобиль. Я показываю реальные свои ощущения и эмоции владения данным автомобилем. И мое мнение независимо, потому что я купил автомобиль за свои деньги и могу поделиться информацией, стоит этот автомобиль или нет. Соответственно, в этом ролике я вам показал все про эксплуатацию за 3 года. Более подробно также у меня есть на канале. Поэтому, друзья, не забывайте подписаться на канал. И более подробно я рассказываю в других своих роликах о владении данным автомобилем. Если, друзья, у вас есть какие-то контакты по привозу автомобилей, либо такие автомобили, которые я рассказал в ролике, было бы с вами очень интересно встретиться для того, чтобы заснять обзор. Ну и, в принципе, может быть, вы даже их будете продавать. Мне было бы пока интересно хотя бы их посмотреть вживую, пощупать тактильно и заснять видеообзор. Как стоит ли менять Geely Coolray на европейца. Друзья, всем огромной удачи, здоровья и пока.